Желание иметь и не иметь. Много хочешь, мало получишь. Эта детская дразнилка имеет под собой основание. Только я бы ее перефразировал так: чем сильнее хочешь, тем меньше получишь. Когда вы чересчур сильно хотите что-либо получить, так, что готовы все поставить на карту, то создаете огромный избыточный потенциал, нарушающий равновесие. Равновесные силы отбросят вас на линии жизни, где желаемого предмета нет и в помине. Если обрисовать картину поведения человека, одержимого желанием, на энергетическом уровне, то это будет выглядеть примерно так. Кабан пытается поймать синюю птицу. Он очень хочет ее заполучить и при этом облизывается, громко хрюкает и роет землю от нетерпения. Естественно, птица улетает. Если же ловец прогуливается рядом с синей птицей с безразличным видом, тогда у него очень велики шансы схватить ее за хвост. Можно выделить 3 формы желания. Первая форма – это когда сильное желание переходит в твердое намерение иметь и действовать. Тогда желание исполняется. Потенциал желания при этом рассеивается, потому что его энергия уходит на действие. Во второй форме это бездеятельное томительное желание, которое представляет собой избыточный потенциал в чистом виде. Он висит в энергетическом поле и в лучшем случае бесполезно расходует энергию страждущего, а в худшем притягивает разные неприятности. Самой коварной является третья форма, когда сильное желание переходит в зависимость от предмета желания. Высокая значимость автоматически создает отношение зависимости, которое порождает сильный избыточный потенциал, вызывающий столь же сильное противодействие равновесных сил. Обычно создаются установки примерно такого рода: если я этого добьюсь, мое положение станет намного лучше; если я этого не добьюсь, моя жизнь теряет всякий смысл; если я это сделаю, я себе и всем покажу, чего стою; если я это не сделаю, грош мне цена; если я это получу, будет очень здорово; если я это не получу, будет очень плохо. И так далее в различных вариациях. Включаясь в отношения зависимости от предмета желания, вы вовлекаетесь в такой бурный водоворот, где просто выбьетесь из сил в борьбе за желаемое. В конце концов вы ничего не добьетесь и откажетесь от своего желания. Равновесие восстановлено, и равновесным силам абсолютно безразлично, что вы от этого пострадали. А произошло это из-за вашей сильной потребности, чтобы желание исполнилось. Желание оказалось на одной чаше весов, а все остальное на другой. Исполнению подлежит только первая форма, когда желание превращается в чистое намерение, свободное от избыточных потенциалов. Все мы привыкли, что в этом мире за все надо платить, ничто не дается даром. На самом деле мы расплачиваемся только за избыточные потенциалы, которые сами же создаем. В пространстве вариантов все бесплатно. Коль уж мы выражаемся в таких терминах, в качестве оплаты за исполнение желания выступает отсутствие значимости и отношений зависимости. Для перехода на линию жизни, где желаемое превращается в действительность, достаточно лишь энергии чистого намерения. О намерении мы поговорим позже. А сейчас только отметим, что чистое намерение – это единство желания и действия при отсутствии значимости. Например, свободное намерение сходить в киоск за газетой является чистым. Чем выше оцениваются события, тем вероятнее провал. Если вы придаете очень большое значение тому, что имеете, и очень дорожите этим, тогда, скорее всего, равновесные силы это отнимут. Если то, что вы хотите получить, тоже слишком важно, тогда не надейтесь этого получить. Необходимо снизить планку значимости, важности. Например, вы без ума от вашей новой машины, сдуваете с нее пылинки, бережете, ухаживаете, боитесь поцарапать, в общем, лелеете и боготворите. В результате создается избыточный потенциал. Ведь это вы наделили машину таким большим значением. А на самом деле в энергетическом поле ее значимость равна нулю. В результате, и, к сожалению, равновесные силы вскоре найдут обормота, который покалечит вашу машину. Или вы сами, будучи чересчур осторожными, куда-нибудь не впишетесь. Стоит только перестать боготворить свою машину и начать относиться к ней обыкновенно, как опасность для нее резко снизится.
Относиться обыкновенно вовсе не означает беспечно. Вы можете безупречно ухаживать за машиной, не делая из нее идола. Есть и другой аспект сильного желания иметь. Существует мнение, если очень захотеть, то всего можно добиться. Казалось бы, можно предположить, что очень сильное желание вынесет вас на ту линию жизни, где оно исполняется. Однако это не так. Если ваше желание перешло в зависимость, своего рода психоз, истеричное стремление добиться своего во что бы то ни стало, значит, вы в душе не верите в его исполнение, а следовательно транслируете излучение с сильными помехами. Если нет веры, вы стараетесь изо всех сил себя убедить, нагнетая потенциал еще больше. На дело всей жизни есть опасность потратить всю жизнь. Единственное, что здесь можно сделать, это снизить значимость цели. Идти к ней, как в киоск за газетой, сильное желание избежать чего-либо, является логическим продолжением недовольства окружающим миром или собой. Чем сильнее потребность, тем мощнее избыточный потенциал. Чем больше вы этого не хотите, тем больше вероятность столкновения. Равновесным силам безразлично, как будет достигнут баланс. А достигнуто оно может быть двумя способами: либо отвести вас от столкновения, либо столкнуть. Лучше сознательно отказаться от неприятия, чтобы не создавать потенциал. Но это еще не все. Когда вы думаете о том, чего не хотите, вы излучаете энергию на частоте той линии, где это обязательно случится. Вы всегда получаете то, чего активно не хотите. Происходит буквально следующее. Человек находится на торжественном приеме в посольстве, все кругом чинно, благовоспитанно, уравновешенно. И вдруг он начинает дико размахивать руками, топать ногами и отчаянно кричать, что не хочет, чтобы его сию минуту вывели отсюда. Естественно, появляется охрана, чудака берут под руки, он сопротивляется и вопит, но его немедленно выводят вон. Это слишком утрированная картина для реальности, но на энергетическом уровне все происходит с интенсивностью такой же силы. Рассмотрим еще один пример. Допустим, у вас среди ночи будет шум соседей. Вы хотите спать, завтра на работу, а там веселье в самом разгаре. Чем сильнее вы будете хотеть, чтобы они там заткнулись, тем больше вероятность того, что это затянется еще надолго. Чем больше вы будете злиться, тем неистовей станет веселье. Если вы их возненавидите в достаточной степени, можно гарантировать, что такие ночи будут повторяться все чаще и чаще. Для решения данной проблемы можно применить метод провала или гашения маятника. Гашение будет в том случае, если вы отнесетесь к ситуации с иронией. А можно вообще игнорировать, не проявлять никаких эмоций и интереса. Тогда будет провал маятника, да и потенциал не возникнет. Пусть вам принесет спокойствие сознание того, что у вас есть выбор и вы знаете, как им воспользоваться. Вскоре соседи угомонятся. Вот так это работает, можете проверять. Теперь вы можете проанализировать, в чем сами завысили значимость и какие проблемы в результате получили. Если дела совсем плохи, плюньте на значимость, стряхните с себя отношение зависимости и упрямо транслируйте положительную энергию. Чем хуже сейчас, тем лучше. Так можно оценить ситуацию, если вы считаете, что потерпели крупное поражение. Радуйтесь. В данном случае равновесные силы на вашей стороне, потому что их задача компенсировать плохое хорошим. Все время плохо быть не может, как не может быть все время хорошо. Никто не сможет всю жизнь лететь на волне удачи. На энергетическом уровне это выглядит примерно так. На вас напали, обругали, отобрали все, избили, а потом всучили мешок с деньгами. Чем больший урон вы понесли, тем больше найдется денег в мешке.